Хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусного крема для тортов и пирожных. Карамельно-ореховый дипломат. Его еще можно встретить под именем крем-пломбир. Почему он получил это дополнительное имя, я обязательно расскажу чуть позже. Классический крем-дипломат готовится на основе заварного крема с добавлением взбитых сливок. Его можно разнообразить всевозможными вкусовыми добавками, такими как апельсин, шоколад, фисташки. Я буду использовать пралине. Итак, в первую очередь нам понадобится заварной крем. Я его люблю за легкость и универсальность. Готовится он достаточно просто и спокойно может храниться в холодильнике под пленкой до 2 недель. Его мы уже с вами готовили, поэтому сейчас я не буду на нем останавливаться. Видео есть на канале, дополнительную ссылочку на него я оставлю в описании. Кстати, это не единственное видео про кондитерские кремы, у нас их целый плейлист. Просмотрите его и выберите крем на свой вкус. И личный вопрос. Вы уже подписаны на канал? Если нет, то напишите в комментариях почему. А если подписаны, то поставьте лайк этому видео, это очень важно для меня. Второй обязательный ингредиент – это кондитерские сливки. Если вы гарантированно хотите получить вкусный и стабильный конечный продукт, то всегда выбирайте качественные сливки с жирностью не менее 30%. Они должны быть свежими и хорошо взбиваться. Достаем их прямо из холодильника. Сливок берем 100 граммов на каждые 300 граммов заварной основы. Взбиваем до плотной массы или, как еще говорят кондитеры, до мягких пиков. Про классификацию пиков мы говорили в видео про меренгу, оно тоже есть на канале. Продолжая взбивать, начинаем понемногу добавлять заварную основу и перемешивать до полного объединения. После добавления последней ложки обязательно останавливаем миксер и спатулой соскребаем все со стенок и дна миски. Взбиваем еще немного. Это и есть классический крем-дипломат. Он имеет очень нежный сливочный вкус и чем-то похож на мусс. Хранить его в холодильнике можно 7-10 дней, хотя лучше приготовить какой-нибудь тортик, например, Наполеон. Хотите простой рецепт Наполеона, который точно получится у каждого? Напишите мне об этом в комментариях. А теперь про дополнительные вкусы. В одном из прошлых видео мы готовили замечательное домашнее пралине из смеси карамелизированных орехов. Ссылка в описании. Там все очень подробно рассказано и показано. Мы получили маслянистую ореховую крошку. Постояв в открытой посуде, из нее выделились ореховые масла. Пралине перестало быть рассыпчатым и спрессовалось в комок. Разламываем его на мелкие кусочки и добавляем в крем. Количество регулируем на свой вкус. Чем больше пралине вы добавите, тем более насыщенный ореховый вкус приобретет ваш крем. Ну и, конечно, цвет. Из легкого кремового он превратится в карамельный. Перемешиваем и оставляем крем на некоторое время в покое, просто на столе при комнатной температуре. Это даст кусочкам пралине растаять и раствориться в креме. Еще раз тщательно перемешиваем и вуаля! Наш изысканный карамельно-ореховый крем-пломбир готов. Почему пломбир? Все очень просто. Его можно заморозить и получить неимоверно вкусное домашнее мороженое.